Всем привет! Это мастер-класс от Анны Сахно. Сегодня я покажу вам, как связать сервировочную салфетку из джута. Вот так выглядит салфетка. Диаметр такой салфетки 32 сантиметра. В этом мастер-классе я покажу один из способов бесшовного соединения рядов при вязании столбиками с накидом, при этом не обрезая ниточку. Подписывайтесь на мой канал. Впереди у меня в планах выложить несколько сумочек из рафии, скорее всего будут из джута. И, конечно же, новые лайфхаки. Ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых мастер-классов. Для вязания нам понадобится небольшой моток светлого полированного джута. Я выбрала двухниточный джут для того, чтобы моя салфетка была потоньше. Также я выбрала крючок размера 3,5. Точно такой джут, бирочки handmade разные можно приобрести на сайте моего интернет-магазина lentomania.ru. Переходите в описании на наш сайт и свяжите себе что-нибудь новенькое. Для начала мне нужно сделать скользящую петлю. Для этого я вокруг руки обматываю джут. Смотрите, кончик джута у меня сейчас лежит на ладошке. Я в обратную сторону еще возвращаю нитку, которая у меня идет от мотка, рабочая нитка. Справа у меня хвостик, вот он. С левой части у меня рабочая нитка от мотка. Под правую часть я вкладываю крючок, вытаскиваю джут. У меня получается вот такая вот петелька на крючке. Эту петлю я провязываю. Затем провязываю еще 2 воздушные петли в высоту. Вот так. Мы таким образом поднялись на высоту первого ряда нашей салфетки, так как мы будем вязать с вами столбиками с одним накидом. Затем делаем накид, вкладываем крючок в наше колечко большое, которое у нас осталось еще внизу. Вытягиваем джут. У нас получается 3 ниточки на крючке. Мы по очереди провязываем их. Вначале 2 нитки провязали. У нас останется на крючке еще 2 нитки. И эти 2 ниточки мы тоже провязали вместе. Затем мы снова делаем накид на крючок. Вкладываем крючок в колечко, вытягиваем джут, провязываем первые 2 петли и затем следующие 2 петли. Снова делаем накид и продолжаем так до тех пор, пока вы не насчитаете 12 элементов, 12 вот этих вот столбиков, которые мы с вами связали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12 столбик. У меня получилось 12 столбиков. После этого я могу затянуть связанную полосочку и сделать из нее круг. Для этого я беру хвостик, который у нас есть вот в этой скользящей петле, и хорошо-хорошо за него тяну. Вот так. Затяните так, чтобы внутри не осталось отверстия. После того, как мы затянули, превратили в кружочек нашу полосочку, мы подходим к моменту соединения рядов. Сейчас я вам покажу способ соединения конца и начала ряда, связанного именно столбиками с одним накидом. Мы будем делать это таким особенным способом для того, чтобы у нас на салфетке не осталось шва и никакого следа от того места, где мы соединяем конец и начало ряда, чтобы никто не мог догадаться, как это сделано. Если хотите, можете соединять каким-то своим любым другим способом, но будьте готовы к тому, что у вас останется шов. Вот этот способ, который показываю я, он бесшовный. Мы немножко удлиняем последнюю петлю, вытаскиваем крючок, ищем первую косичку ряда, которая наверху находится. Не путайте их сейчас с косичками, которые мы с вами вязали вот здесь для поднятия ряда. Мы делали 3 воздушные петельки, их мы не трогаем. Мы ищем косичку, которая находится наверху ряда. Вставляем туда крючок обратным движением, сзади вперед. Возвращаем нашу вытянутую петлю на крючок и протягиваем ее на изнаночную сторону. Вот таким образом. То есть нам нужно, чтобы первая и последняя петля хорошо очень сомкнулись, чтобы здесь не осталось большого промежутка. А наша вытянутая петля почти полностью оказалась на изнаночной стороне. Затем мы вставляем крючок в ту же самую петельку, первую косичку ряда, куда мы только что вытянули петлю, правильным движением, спереди назад. Берем рабочую ниточку и вытягиваем на лицевую сторону тоже довольно длинную петлю. Затем мы, придерживая указательным пальцем эту вытянутую петлю, прокручиваем крючок вокруг своей оси.
Зацепляем петлю, которая у нас на изнаночной стороне, и вытягиваем ее, разворачиваем ее обратно, раскручиваем крючок. У нас получается 2 петли на крючке, которые немножко перекрещены между собой. Вот таким образом это выглядит. И мы эти 2 петли провязываем вместе рабочей ниточкой. У нас получается такой фальшивый столбик с одним накидом. В следующих рядах я еще подробнее остановлюсь на соединении рядов, чтобы было понятнее, как это делается. Во втором ряду нам нужно будет под каждую косичку провязать по 2 столбика с одним накидом. То есть мы в одну и ту же косичку будем вкладывать крючок по 2 раза. Так, нужно сделать накид. Накид. Вкладываем крючок туда же, где мы только что с вами соединяли, вот делали такой фальшивый первый столбик. Мы прям туда же вложили крючок и снова провязали столбик с одним накидом, вот так же постепенно провязывая по 2 петли вместе. Все, эту косичку мы обработали, связали в нее все правильно. Выбираем следующую косичку, делаем накид, вкладываем крючок под косичку, провязываем первый столбик с накидом и в ту же самую петлю я второй раз вкладываю крючок и провязываю второй столбик. И таким образом мы будем вязать на протяжении всего второго ряда. Будем в каждую петельку вкладывать крючок по 2 раза. Обратите внимание, у меня второй ряд прям хорошо так закручен, ничего в этом страшного нет. Нам нужно будет это просто прогладить и отпарить с утюгом через какую-нибудь хлопковую ткань, и у вас полотно примет правильную форму кружочка. И также обратите внимание, что я провязала абсолютно все косички, даже ту самую последнюю косичку, которая была не очень похожа на все остальные. И у вас должно получиться по итогам второго ряда 24 вот этих вот элемента, 24 столбика с накидом. Затем нам нужно снова соединить конец и начало ряда. Найдем первую косичку, которая находится наверху второго ряда. Вот она. Вытягиваем нашу петлю, вкладываем крючок в первую косичку обратным движением, возвращаем петлю на крючок вытянутую. Затем вкалываем крючок также в первую петлю, первую косичку ряда правильным движением спереди назад. Затем берем рабочую ниточку и протягиваем ее на лицевую сторону аккуратно, так чтобы наша петелька, которая с изнаночной стороны, не распустилась. Немного вытягиваем ее, придерживаем указательным пальцем, делаем перекрут. Возвращаем петлю, которая была с изнаночной стороны. Вытягиваем ее тоже на крючок. Можно вот так вот повыше ее вытянуть. У нас получается 2 петли на крючке, которые мы провязываем рабочей ниточкой. Мы снова сделали фальшивый столбик с одним накидом. И теперь разбираемся, как мы будем вязать третий ряд. На протяжении всего третьего ряда мы будем чередовать. В одну петлю мы будем вязать 2 столбика с одним накидом, в другую петлю мы будем вязать 1 столбик. В следующую петлю 2, в следующую 1 и так далее. Пусть вот этот первый столбик будет у нас одинарным, мы не будем сюда вставлять крючок второй раз, а выберем вторую петлю, вложим крючок в него и затем снова в ту же самую петлю вложим крючок и провяжем второй столбик с накидом. Вот у нас получился элемент, который мы будем повторять на протяжении всего третьего ряда. 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом. Следующая петля у нас по рисунку как раз должна быть одинарной, то есть мы провязали в нее 1 столбик с накидом. Следующая петля должна быть удвоенная. В нее провяжем 2 столбика с накидом. Потом снова одинарная. И затем удвоенная. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Я подхожу к последней петле третьего ряда, делаю накид. Она у меня по рисунку должна быть удвоенной. И это значит, что я, скорее всего, сделала все правильно, потому что у меня следующая, потому что у нас первая петля была одинарной, значит, по рисунку последняя должна быть удвоенной, для того, чтобы сохранить правильное чередование. Последнюю петлю я провязала 2 столбика с накидом.
И теперь перехожу к соединению третьего ряда, конца и начала. Еще раз продемонстрирую, как я это делаю. Старайтесь, чтобы вот это расстояние между последней и первой петлей было не очень большое, потуже затягивайте в этом месте петлю. Вытягиваем нашу петлю на лицевую сторону. Перекрещиваем ее с вытянутой петлей на изнанке и провязываем 2 петли вместе. Мы начинаем вязание 4-го ряда. С вязанием 4-го ряда я расскажу в принципе, как мы вяжем круг, какие есть основные принципы для того, чтобы круг получился именно кругом, а не многоугольником, чтобы он был ровный и красивый. Во всех последующих рядах у нас будет с вами оставаться чередование удвоенной и одинарных петелек. Только количество одинарных петелек между удвоенными будет увеличиваться на 1 штуку с каждым рядом. То есть вот в 3-м ряду у нас с вами была 1 удвоенная петля, 1 одинарная, 1 удвоенная, 1 одинарная. В 4-м ряду будет чередоваться удвоенная петля и 2 одинарных. В 5-м ряду удвоенная петля и 3 одинарных и так далее. Теперь главный принцип, как сделать так, чтобы круг не превращался в многоугольник, чтобы он не имел из-за прибавок такие вот грани. Для этого нужно определенным способом размещать прибавки относительно круга. Сейчас покажу это на примере 3-го ряда. Вот сюда, в эту петлю у нас связано было 2 столбика с накидом, как видите, из одной петельки. Вот таким образом связаны 2 столбика. В эту петлю 1 столбик, в следующую снова 2 столбика. Нам нужно, чтобы наше удвоение, удвоенная петля в 4-м ряду, была связана вот из этого одинарного столбика, который следует сразу после удвоения в 3-м ряду. Вот я его вот так прям даже отмечу за косичку. Вот сюда нам нужно связать 2 столбика с накидом. Посмотрите, по рисунку получается, что мы первые 2 петли должны провязать как раз одинарными. У нас здесь, напомню, чередование будет 2 одинарные петли, 1 удвоенная. Вот, как раз этот маркер снимаем. Сюда мы вяжем удвоенную петлю. 2 раз вкладываем крючок и провязываем еще 1 столбик с накидом. Следующие 2 петли будут одинарными. Следующая петля удвоенная, и как видите, она опять попадает на одинарный столбик без накида, который идет сразу следом за удвоенной петлей в предыдущем ряду. Мы тоже эту галочку, тоже эту косичку провязываем удвоенной способом. Затем снова идет 2 одинарных петельки, то есть в одну петлю вкладываем 1 раз крючок и провязываем по 1 столбику с накидом. Затем снова удвоенная петля, и она снова попадает правильно на одинарный столбик в предыдущем ряду. Все, мы уже запустили правильный рисунок с самого начала, провязав правильно первый удвоенный столбик в 4-м ряду. Поэтому дальше можете уже не отслеживать, вязать просто 1 удвоенную петлю чередуя с 2 одинарными. И если вы не ошибетесь и сделаете все правильно, то в конце ряда у вас должно быть удвоенная петля должна быть, потому что первые 2 петли были одинарные. И можете также проверять себе, считая столбики. Если в 1-м ряду у нас было с вами 12 столбиков с накидом, во 2-м ряду 24 столбика, потому что мы каждый удвоили, в 3-м ряду мы удвоили только половину столбиков, получилось 36 столбиков. В 4-м ряду мы удвоим только каждый 3-й столбик, и получится 48 столбиков. Можете считать. Я довязала 4-й ряд до конца. У меня как раз получилась последняя петля, должна быть удвоенной. 2 раз вложу крючок в нее и провяжу 2-й столбик с накидом. Все, на этом заканчиваю и соединяю конец и начало ряда. Вытягиваю петлю побольше.
Вот так. Пятый ряд, как я уже говорила, мы будем вязать, чередуя удвоенный столбик с накидом и 3 одинарных столбика с накидом. Давайте здесь посмотрим, в какой момент нам нужно связать удвоенный столбик. Смотрим ближайшая удвоенная петля, которая встречается в предыдущем ряду. Вот она, сразу же нам встречается. Выбираем следующий столбик с накидом, одинарный он должен быть, и отмечаем его маркером. Именно в этот момент нам нужно сделать удвоенную петлю. Так как у нас в пятом ряду 3 одинарных петельки, смотрим, нужно ли нам что-то удвоить здесь до этого столбика еще. И правильный ответ нет. У нас как раз получится в самом начале ряда 3 одинарных петли. Одну мы уже с вами связали. Останется еще 2 косички провязать одинарными петлями и затем связать удвоенную петлю. И потом следовать этому узору до конца ряда. Чтобы проверять количество петелек, в каждом ряду добавляйте к предыдущему количеству петелек 12. Соответственно, если у нас в 4 ряду должно было быть связано 48 петелек, то в 5 ряду должно быть связано 60. Я связала удвоение. Дальше, соответственно, вяжу 3 одинарных петельки снова. 3 раза вкладываю крючок в косички разные и провязываю одинарные петельки. А в каждую четвертую буду вкладывать крючок 2 раза подряд в одну и ту же петлю и провязывать из него по 2 столбика с накидом. Вот сейчас провяжу 5 ряд и проглажу свой круг, чтобы вязать было приятнее, чтобы понимать, насколько все правильно и хорошо получается. Вот так выглядит моя салфетка после того, как я ее прогладила, соединила конец и начало 5 ряда. Приступаю к 6 ряду. Сейчас на примере 6 ряда я еще раз объясню принцип. И дальше вы уже сможете связать такое количество рядов, которое необходимо именно вам. В 5 ряду мы с вами чередовали удвоенную петлю и 3 одинарных. Значит, в 6 ряду будем чередовать удвоенную петлю и 4 одинарных. По ходу вязания находим первую удвоенную петлю в предыдущем ряду. Вот она. Следующую петлю, которая у нас является, конечно же, одинарной, мы должны отметить маркером. Потому что именно в нее мы в ближайшее время провяжем первую удвоенную петлю. Смотрим, сколько петелек нам осталось до нее. 4. Значит, как раз 4 одинарных петли мы свяжем и затем сделаем одну удвоенную. Связали 4 одинарных, 5 должна быть удвоенная. Дальше снова свяжем 4 одинарных петли и 5 сделаем удвоенной. По этому принципу, я думаю, понятно, как вязать следующие ряды. В следующем ряду вы должны будете сделать то же самое, только одинарных петелек у вас будет 5, а затем удвоенная. Еще через один ряд одинарных петелек будет 6 и 1 удвоенная. Соединяя ряды всегда одинаковым способом. При этом подходе вы можете связать абсолютно любой величины салфетку и даже можно связать стандартный круглый коврик. Я провязала 11 рядов моей салфетки. Диаметр моей салфетки получился примерно 32 сантиметра. Мне осталось сейчас соединить конец и начало последнего ряда. Я обрезала хвостик, оставив примерно 15 сантиметров, для того, чтобы его спрятать в изнаночных петельках. Теперь я вытягиваю нашу последнюю петлю. У меня, смотрите, последняя петля сдвоенная получилась, как обычно. Вытягиваю петельку. И теперь мне нужно вставить крючок в первую петлю ряда. Точно так же мы с вами вот этот вот подъемный столбик должны пропустить. И первую косичку сверху вставляю крючок обратным движением, сзади вперед. Затем вытягиваю наш хвостик на изнаночную сторону, хорошо подтягиваю его. Теперь немножко переворачиваю изнаночной стороной к себе последнюю петлю нашего ряда. Нам нужна перемычка. Вот у последней петли есть вот такая вот косичка. И за косичкой сразу же идет перемычка. У меня она вот такая немножко вытянутая почему-то. Я вкладываю крючок за перемычку и за заднюю стеночку петли. Вот таким вот образом. Получается, что у меня крючок выходит из самого центра косички последней петли. Затем снова зацепляю хвостик и снова протягиваю его на изнаночную сторону и подтягиваю все, чтобы эта петля была по натяжению стала точно такая же, как все остальные петли сверху.
После этого мы можем спрятать хвостик в изнаночных петельках салфетки. Для этого я протыкаю несколько сразу петелек, подцепляю хвостик, вытягиваю хвостик и проделываю так несколько раз, пока у меня хвостик хорошо не спрячется в изнаночных петельках. Для того, чтобы прям надежно закрепить хвостик, его можно пришить обычными нитками в тон джуту к изнаночной стороне салфетки аккуратными стежками. Затем, если место соединения еще все равно немного выдает себя, можно спрятать его за вот такой вот бирочкой Handmade, либо эту бирочку можно прикрепить, конечно, в любое другое место на салфетке. Так у меня получилась вот такая сервировочная салфетка. Точно такой джут. Бирочки Handmade разные можно приобрести на сайте моего интернет-магазина lentomania.ru. Переходите в описании на наш сайт и свяжите себе что-нибудь новенькое. Не забудьте подписаться на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых классных мастер-классах, и занимайтесь своим любимым хобби в удовольствие.